Ребята, всем привет! Всем хорошего настроения и прекрасного самочувствия. Жарко у нас, у вас, наверное, тоже печет солнышко. Орхидеи просыхают моментально. И я вот сегодня пришла, только мы с вами полили эту верхнюю клумбу, эту прекрасную полку с орхидеями. Я сегодня пришла через день на этот же стеллаж, а здесь уже нижние полочки с малышами все просохли. Я бегом дождалась, пока солнышко зайдет. Не хочу поливать, когда у меня в окна поступает поток горячего дневного воздуха. Я жду, пока станет немножечко попрохладнее. И, ой, я же решила вам показать вот эту красавицу. Она еще и ароматная. Она пахнет гиацинтом, да, это Pink Galaxy. Девочки, посмотрите. Сейчас мы с вами пробежимся по этим двум полочкам, даже по трем. Здесь у меня все вместе. И орхидеи, и фаленопсисы, и бульбовые. Посмотрим, кто как переносит жару, кто как себя чувствует. Оставайтесь с нами. Я переключила видеокамеру и показываю вам свою Pink Galaxy поближе. Она невероятная. Кустик у меня приболевший, был куплен уценкой на селе, поэтому вот у нас, мне кажется, новый кустик из середины. А вот это красное, это следы от фунгицида Максим. В общем-то, думаю, что все будет нормально с ней. Она растит новые листики, но посмотрите, как она чудесно цветет и чудесно ароматно пахнет. Такая замечательная. Рядом с ней 4 листика фаленопсиса юкидан. Вы видели, как он цвел. Я буквально сейчас только что срезала ему старый цветонос, но у меня есть еще один. На этом же цветоносе он разбудил почку и здесь готовит для меня цветение в виде 4 бутонов. Молодец! Так, хочу вам показать, как чувствует себя моя орхидея, за которую я очень переживаю. Это моя сидерея японика. Вот она. Еще ни разу не цвела. Я налила много воды. Видите, она здесь просто вот стоит у нее в корнях. Наверное, я перестаралась. У нее были проблемы с шеей. Я думаю, что сейчас надо тоже ее покрыть фунгицидом в виде топсина. И это будет хорошее решение для профилактики гнилей. Она очень долго адаптировалась, но наконец-то пошла в рост. Очень медленно, но я вижу потенциал. И надеюсь, что еще после пары листиков очередной, возможно, она процветет. Такая вот великолепная сидерея японика. Она ко мне приехала от орхидеи свиту такой маленькой малявочкой-козявочкой. Так, ну здесь, конечно же, все никак я не решусь на пересадку этого прекрасного Патрика. Фаленопсис Патрик. Он просто вау, красавчик, но вы уже не увидите его былой красоты. Цветок у него теряет декоративность со временем, я вам показывала. Ну, за все это время, ребята, наверное, с апреля месяца, как он распустил эти бутоны, он все еще их держит. Вот посчитайте. И доращивает, вот один цветочек дорастил. Представьте себе этот срок. В апреле раскрыл первые бутоны свои. Это цветонос садовника. Он оживил почечку и решил меня порадовать. Вот считайте, апрель, май, июнь. Уже 3 месяца прошло, 4-й месяц, июль сейчас на дворе. Вот представьте себе, уже будет скоро, не знаю, полгода, дотянет он
этим цветением до 6 месяцев или нет, я не знаю. Ну вот он такой красивый, пилоричный Патрик. Но что меня не радует, что он не растит листьев. Он за своим занятием по цветению растит, конечно, корни. Посмотрите, девочки, это была уценка, кто не знает, расскажу вам, ребята. Его я тоже купила уценкой. Корни он растит, я его хорошо сейчас пролила. Корней он из шеи, после того, как я его профунгицидила, опять-таки топсином. Вот видите, вот топсин в виде кашицы я наношу на проблемные места. И после того, как я пролила его топсином, он стал себя лучше чувствовать. Но я думаю, что со временем этот лист, конечно, он потеряет. И возможно, он выдаст следующий лист после цветения. Я цветение пока не трогаю, он просто застыл во времени. Такой интересный, стал уже просто белый. Ну, замечательный фаленопсис, благодарный, долгоцветущий. И со временем будет он цвести на большое количество бутонов. Я планирую его пересадку, но, наверное, не в этом сезоне. Подождем, чтобы он окреп и нарастил побольше пар листьев. Тогда мы возьмемся за него. Так, кто здесь у меня еще утонул в обильном поливе? Вот такой прекрасный малыш OX Бургундии. Бургундия у меня просто вот так, я его достала из своего горшочка и поместила в такой замечательный стеклянный вазончик. У него пока 2 листика, он растит корешки, не знаю, планирует ли он растить листики, пока неизвестно. Он цвел у меня просто великолепно. Бургундий красавчик, мне он очень понравился. В общем, мы с вами гуляем по нашим орхидейным полочкам, это наше самое любимое занятие. Вау, красотка, вау. Есть еще бабочка этого сорта. Ну, мне достаточно и такой красоты. Очень красиво. Так, 2 листика, 2 ушка торчком. И кто это? Это Woolcation 9207. Тоже приехал ровно год назад по сильной жаркой погоде. Ребята, не было никаких даже надежд на то, что он останется у меня жив, потому что он сбрасывал листья, ему было очень-очень нехорошо. Опять-таки топсин, и дело пошло. Корни он растит охотно, оплетает все в горшке. Вот, смотрите, сколько корней у него. А листьями он не щедр. Не радует меня большим количеством листьев, но цветет невероятно. Надеюсь, что больше не будет бутонов, хватит уже. Долго держит свои красивые бутоны. Надеюсь, вот видите, уже прям выцвел цветочек, уже прям вот такой вот скоро упадет. Но он меня порадовал в этом сезоне неслыханно, прям я ему благодарна. Очень красивый пилоричный фаленопсис. Так, его сосед тоже на 2 листика. Это все, знаете, это прошлогодняя летняя поставка орхидей в самый пик жары, которая у нас наблюдалась на нашей планете. Такие градусы были максимальными. Мы это все пережили. Но вот последствия этих жарких дней на орхидеях так сказались. Я жду, когда они придут в себя, а для орхидеи для этого нужно много времени. И вот мой красавчик сейчас я вам скажу, Hot Kiss, горячий поцелуй. Просто у него есть еще от садовника имя Чиашинг Hot Kiss 256. Он у меня цветет, ребята, всю зиму, всю весну.
И вот осталось у него здесь 3 цветочка. Я только что сняла здесь уже засохшие цветы. Но вот такой он симпатичный, он прям великолепный. Я его не избавляла от его мха. Посмотрите, какой красивый у него растет корень. Я этот мох поместила с корнями в горшок и обложила вот такими большими кусками коры. Вот там у него такая, знаете, интересная посадка. Поливаю, оставляю там водичку, и он пьет. И надеюсь, что пойдет в рост. Вот они вдвоем здесь по 2 листочка. Здесь у меня мой подарок. Не знаю, что это за орхидея. Тоже уже будет отцветать. Уже цветочки, видите, потеряли декоративность. Это подарок мне из храма. Плохо себя орхидея чувствовала, кто-то ее принес в храм, и мне ее отдали. Подруга мне ее принесла на восстановление с целью оставить мне ее насовсем. В общем, я ее с удовольствием приютила, и мы пошли в рост. Растим листики, корешки и цветем, цветем, цветем. Цветочек небольшой, но очень интересный. И смотрю, вот даже еще дала ответвление, и там парочку бутончиков собирается нарастить. Так, еще не поливала эту нижнюю полочку. Здесь, кстати, на полочке еще парочку хоечек. Я их сейчас здесь размещу. Посмотрите, какая прелесть. Для любителей хой. Набаваенсис со сплэшем и варигатностью. Очень я ее люблю, очень ей дорожу. Необыкновенной красоты хоя. Также здесь живет ундулата моя. И она растит листик. Она любит так делать. Или это усик, или листик. Нет, это листик. Она сначала наращивает много листиков, а потом уже я немножко подвигаю орхидеи, поставлю их по местам. Наращивает большое количество листьев, а потом уже выдают усик. Так, здесь у меня такое приспособление, так как юкидан при цветении может перевернуть свой горшок, когда он подсохнет, то я его креплю к лампе на такой крючок. Это уже проверено. То же самое привязан у меня хоткис, когда было много цветочков. Кстати, здесь я вижу живую почку. Видите? Возможно, будет здесь цветоносик продолжать свое цветение. И, в общем-то, ундулату жду, когда она нарастит большое количество листьев. Тут кто-то еще был у меня. Здесь моя серебряная принцесса. Тоже была уже просохшая. Я налила ей воды. Она будет на фитиле потреблять влагу. Я думаю, что я сделаю вот так. В общем, друзья мои, у меня сейчас хои растут вместе с орхидеями. Такое вот у них соседство. Кто-то был еще здесь из красавиц. Вот эта красавица тоже здесь растет. Она цвела недавно. Порадовала меня первой корзинкой своих красивых цветочков. Это Белла Льюис Буис. Ну, немножечко вам про хоечки, так сказать, расширим наш кругозор. Отправляемся на вторую полочку. Здесь я еще не совершала полив, но мы сейчас глянем и начну поливать. Вот эту орхидею у меня недавно девочки просили, так как в одном из видео я пожаловалась на ее не очень пышное и такое скромное цветение, но она решила реабилитироваться передо мной и дала мне один бутончик. Видите, какой он интересный. Она тоже очень интересная, эта орхидея. Пока она еще
небольшая. Это бананорама. Она имеет... Ой, я перевернула хоечку. Она имеет очень скромный размер. Особо не растет. В общем, надо всех поливать. Вижу, что она тоже просохла. У нее, смотрите, какие уже корни просохшие. Ну, горшок еще тяжелый. Она долго очень адаптировалась. И это первое цветение в этом сезоне. Вернее, это на этом цветоносе уже второе цветение. Первое цветение было на 2 бутончика. Были очень такие маленькие интересные цветочки. Так, моя хоя пубикаликс. Я вам показывала, как она цветет у меня. Взрослый размер. Кто захочет, могу поделиться. Давайте глянем вот на этого, тоже хорошо просохшего. Вот видите, что происходит, когда вовремя не польешь? Прямо тургор еще нормальный у растения, но уже оно сигналит, что оно хочет попить водички. Здесь тем более бутоны формируются. И это у нас кто? И кто это? Ты кто? Представляете, я его не подписала. Он был подписан на листике, а надпись стерлась. Но это кто-то красивый, и мы скоро об этом узнаем. Кто это такой красивый? Так, сейчас я пополиваю и продолжим смотреть. Ну, давайте я вам тогда... Так, бананка идет сюда, вниз. А здесь... Заглянем, как себя чувствует наша Виктория Лейс. Виктория Лейс, кстати, будет сейчас поливаться мною с добавлением стимулятора роста корней. Вижу, что она вроде как выпустила листик, но не спешит. Она мною пересажена в флагрон. Ну, я вижу вот растущий корешок. Уже хорошо. Все-таки сейчас я ее корнеобразователем полью, и заодно мы с вами узнаем, как этот стимулятор роста на нее подействует. Здесь еще одна в плагроне орхидея. Ну, у нее не критичная ситуация, она нормально себя чувствует, но она застопорила свой цветонос. Это Леолин Sparrowed Cat. Ну, цветонос затормозила, зато растет листик из середины. Боже мой, какая красота! Я уже за ними соскучилась. И вот это Sparrowed Cat, которого я пересадила в шарики, я просто, когда увидела его цветение, я была впечатлена. Я была под впечатлением. Мне очень понравилось его цветение в виде бабочки, в виде мутации бабочки. Так, вот этот тоже приехавший ко мне с несчастным одним листиком, Joy Angel Voice Panda, да, так его звать, он наконец-то у меня немножечко реабилитировался, он немножечко стал выглядеть лучше. Но хотелось бы, конечно, чтобы он подрос. Ну, мой еще один любимчик, он все цветет и цветет. Я, конечно, ждала бабочку, но у меня трилипсик. Это калейдоскоп. Так его звать. Калейдоскоп. Можете видеть сами, что у него было тут много цветочков, была богатая гроздь, шикарная гроздь. Я не стала его пересаживать. Избавлять его во время цветения от его любимого мха. Я просто поместила его со всем содержимым в бокал. Без бокала нет вокала. Вот смотрите, как это сейчас все выглядит. Вообще, да? Как-то необычно. Растущие кончики корней. Я просто доливаю воду. Надо протереть листья всем орхидеям на этой полке. Здесь я уже протерла. Здесь еще нет. Я сейчас использую влажные антибактериальные салфетки при уходе за орхидеями. Ребята, может быть, вы знаете,
Может быть, есть в продаже специализированные влажные салфетки за уходом, по уходу за листьями растений. Нету такого? Еще не придумали такой аксессуар? Было бы здорово, если бы выпускали такие салфетки именно с какой-то пропиткой антибактериальной для ухода за листьями растений. Может быть, это было бы здорово. Может быть, они уже есть, просто я об этом не знаю. Напишите в комментариях, потому что вот это вот нужно протереть. Не хочу сейчас на ночь их ополаскивать. Я это делаю обычно с утра, но так как у меня с утра не было времени, я была занята, и поэтому я не сделала это. Я не продушевала их. Если бы была у меня такая специальная салфетка, я бы не использовала антибактериальные салфетки, предназначенные для ухода за руками человеческими. Вот так я скажу. Я бы использовала специализированные, но я не встречала, надо поискать. В общем, калейдоскоп вот так у меня цветет. Ой-ой-ой, мы с кем-то столкнулись здесь. Вот так цветет здоровски. Он просто настолько благодарен, я даже не ожидала. Мне кажется, он очень неприхотлив. Так что рекомендую калейдоскопчика. Вот в отличие от многих, он замечательный. И по корням, и вот листик новый растит, и цветет постоянно цветет. Так, здесь мы так и не узнали, кто это. Это у меня тоже какой-то фаленопсис из таких... это Самара. Самара, которая гибрид виолацеи на белину. Ну вот как-то так. Они еще в обработке. Сейчас буду их обрызгивать. Ни разу Самара у меня не цвела. Вон вижу, новый корешок идет. И буду сейчас поливать и протирать. Не обрызгивать, протирать листики. Так, кто это у меня? А вот это у меня детка. Детка от моей любимой орхидеи, которая называется Splat. Я ее высадила в неорганический компонент. Ну вот она растит корень. Надеюсь, что у нее все будет хорошо. Я сняла ее недавно с материнского растения и посадила, так как у нее были длинные корни, я посадила в такой большой стаканчик. Ничего, пока вроде как ничего, нормально. Может быть, листик скоро появится, я буду очень рада. Еще одна орхидея из храма. Это Red Lip, как оказалось впоследствии. Она была в плачевном состоянии. Тоже она у меня в флагроне. А, кстати, у нее там не так все печально. Кстати, вот я заметила, очень флагрон не так быстро просыхает, как просыхает мох. Вот такое же количество мха просохло бы в разы быстрее. А здесь еще есть влага. И орхидея себя чувствует превосходно. В этой посадке растит корешки и не жалуется, и не жужжит. Так, эти мы все рассмотрели. Это моя новая Хоя, одна из последних, серебряная каудата. Ну, девочки, пока тишина. Она присматривается ко мне, я к ней. Надо полить. Сейчас буду поливать всю эту полку и протирать. О, мой любимчик решил дать мне второй цветонос. Первое ее цветение я обрезала. Это было шикарное цветение. Орхидея Санта-Клаус. Вот такая красавица у меня растет. И растит сейчас сколько? 4 бутона. Если не обидится, то, может быть, и больше мне даст. В зимний период была огромная гроздь, богатая. Ну вот, она у меня в коре. Вижу, убежали корни. Думала, она их направит в горшок, но не тут-то было. Видите, что творится. Ребята, такой вечерний у нас сегодня вечерний репортаж. Вечерний репортаж. Так, а здесь сегодня случилось то, что я не люблю. Каким-то образом вот этот красавец
упал с полки ночью. А потому что у него уже здесь катастрофическая ситуация, и ему нужен новый горшок. Я все тяну, потому что он все цветет. И даже он потерял вот здесь один шикарнейший бутон, который уже открывался. Вот такой красивый, мой любимый биглип панда. Он невероятно красив, невероятно щедр на цветение. И я представляю, когда я его пересажу в горшок побольше, он окрепнет и как зацветет, так что мы с вами просто потеряем самообладание и будем поражены его цветением. Я и сейчас просто в захвате, в восторге. И в лучах заходящего солнца он прекрасен. Я вам показывала его на фоне цветения юкидана. Представьте, юкидан уже отцвел, а он все еще цветет, цветет и цветет. И терпит даже мои пересушки. Он был подморожен. Видите, какое состояние листьев? В прошлом году он приехал у меня вот с такими отеками. Отеки никуда не делись, они просто трансформировались в эти ужасные черные эти участки. Топсином тоже смазывала. Сейчас главное не забыть смазать топсином сидерею японику. А то я вам тут рассказываю, могу забыть. Но главное полить их всех. Я его сейчас полью хорошенько, и он у меня станет лучше себя чувствовать. Я в него влюблена. Не знаю. Я вам скажу по секрету. Я, конечно, Патрика люблю. Но как-то вот это белоснежное чудо номер один в моем сердце. Я не знаю, у него такой интересный цветочек, округлый, аккуратной формы. Это совсем не Рейнг Принц, о котором многие думают, когда видят у меня на канале этого красавца. Это не Рейнг Принц, нет, девочки, это Чарминг Панда. По-моему, так, да? Чарминг, без приставки. Где твой паспорт? Вот. Читайте. Чарминг Панда и номер 1224. Вот так. Покупайте этого красавца, девочки. Купите его. Приютите этого красавца. Пусть он дарит вам только прекрасные впечатления. Он супер, он супер. Так, попела ему дифирамбы. Я его обожаю. Ну, реально я его люблю. Вот люблю. Стой, не падай. Так, здесь у меня еще есть парочка фаленопсисов. Вот этот все никак вот не примет мою посадку авторскую. Я решила, раз он такой сидел в мхе, кстати, он уже теряет тургор, всем ему плохо. Надо мне что-то с этим делать. И я, наверное, знаете, что сделаю? Я его отсюда беру. Ему не нравится здесь. Хотя здесь влажно. Это Blue and Green на Norman's Blue Jennifer. Да? И вот смотрите, он вообще засушил свои корни. Ему здесь не нравится. У меня такое было уже с одной орхидеей. И я перевела ее на гидропонику. Смотрите, у него нету тургора. Я сейчас его вытряхну и посажу в гидропонику. Вот такие шарики. В маленький стаканчик. Ему совершенно ни к чему это количество коры. Я вижу, у него там новые корешки. Все, он пойдет в гидропонику. Да, девочки, представляете? Смотрите, что у него стало с корнями. Они пропали еще в мхе. Вот так.
Все, я сейчас это прощупаю все. То, что плотное оставлю, я тяжи оставлю. Сейчас его замочу в водичке. Он там просто высох, хотя мох еще влажный. Вот когда орхидея не нравится, значит не нравится. Вот такой вот у меня сегодня нюанс. В общем, с этим мы поработаем. Не зашла ему посадка. Он был вот так посажен в мох. Эта партия пришла вот вместе, вот они вместе приехали. Сейчас я вам покажу эти 3 орхидеи. Они вместе все приехали. И вот ему в мхе не нравилось. Он там начал гноить корни, в отличие от этих. Это у меня в руках Леолин Блуэ Перот на Леолин Блуэ Перот. Вот этот нормально себя чувствует. Блестящий листик, все хорошо. И этот тоже нормально себя чувствует. Это уже моя посадка. Они были в 1,7. Я их завернула в свой мох и посадила вот так уже в 2,5. Вот они аж прям, смотрите, корнями прям деформирован горшок. Ты кто? Где твой паспорт? Чего я не вижу его паспорт? Это кто-то тоже красавчик. Ну вот они втроем, они все разные, они себя нормально чувствуют, эти двое. А этот сидел, как они, и сгноил вот так все корни, но они еще не были в таком состоянии. И я решила его спасти. И я его посадила вот в это вот в это все. Ему это не помогло. Теперь я буду его спасать в плагроне. Спасатели вперед! Я не могу. Потом посмотрим, получится у нас или нет. Я думаю, получится. В плагроне. Так, моя неженка Виолацея Индиго. О, это орхидея, которую я хотела много лет. Наконец-то я купила ее. Ребята, она приехала таким чижиком маленьким, несчастным. И вот она продолжает меня. Ну, я вижу, что корень у нее уже здесь. Но все равно она не так растет, как мне хотелось бы. Ее подруга Виолацея Ред уже процвела для нас. И мы с вами восхищались, слушая ее аромат. Здесь какое-то недоразумение. Но я не сдаюсь. Не сдаюсь. Сейчас я полью ее тоже. Вижу корень. Ой. Короче говоря, вот так. Здесь у меня бульбаш. Так я называю бульбовые орхидеи. Это пересаженная мною. Уже кто это у меня? Я не подписала. Но она мною пересажена. Корней я пока новых не вижу. Потому что вот новый рост, как-то он вырос выше. Но ее надо постоянно поливать. И кажется мне, что у нее какие-то проблемы. Видите, не клещ ли это? Не знаю. В общем, я ее сейчас понесу в душ. И горячей водой оболью. Ну, так, не в смысле горячей. Ну, так, чтобы рука терпела. Градусов 35-38. И если там есть вредители, то мы их смоем. И заодно ее промочим. Так что, друзья, вот такие вот дела. Пройдясь по 3 стеллажам, я нашла для себя работу. Мало того, что надо всех полить, так надо еще пересадить эту для спасения, пролить эту для спасения от вредителей и от засухи. Вот так вот. Это, да, это какая-то очень красивая орхидея, ароматная. Я помню, как она цвела, ребят. Помню. Но почему я не оставила ей паспорт, я не знаю. Не подписала. Ее надо хорошо напоить и оставить воду в ведерке, потому что она, вот вижу, ее родственные бульбы, бабушка и мама, сморщились. Потому что ребенок, дочка, тянет с них воду. Это нехорошо. Срочно поливать. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра.
Всем всего самого наилучшего. Извините, что так долго. Девочки, вы еще здесь? Вы со мной? Помашите мне ручкой в комментариях. Поставьте мне цветочек. Или ладошку. Или мордашку. Пока-пока. Обнимаю. И жду вот эту бананку. Посмотрим, что в этот раз она выдаст. Все, друзья мои, бегу душевать вот эту прелесть. Так, я полив закончила, всем листики протерла, все красивые, все зелененькие, все уже не пыльные. Этого продушевала, красавца, прям такой хорошо теплой водой. Неужели это клещ? Надо будет его пробрызгать от клеща. Так, и смотрите. Вот что я вам хотела показать. Вот что тут есть. Я сняла плохой веломен. Этот уже не снимается. Он такой плотный. Тяжи оставляю. Беру этот стаканчик. Пока дам маленький объем. Ну вот, хочется снять этот лист. Ну, хочется и не сильно и хочется. Потому что все-таки живой корень. Может, он пойдет потом туда, типа мешает этот лист, но лист еще хороший. И вот шарики помыла, покрупнее шарики вниз. Эта посадка, знаете, проще не бывает. Шарики мокрые, туда позабрасываю. В общем, будет он у меня там сидеть. И сейчас налью вот этого снадобья. Я уже пролила вот эту красоту. Налила ей прямо столько. Видите? Сейчас шарики впитают. Victoria's Secret с корнеобразователем. С корневином, короче. Корневин или как он? Я забыла, как он называется. Ну, в общем, для образования корней. Название забыла. Дело в том, что у меня порвалась упаковка на нем. Я его перелила в баночку, а этикетку с названием выбросила. Сейчас насыплю. Буду следить. Ой, тут половинка. Я ее уберу. Но половинки тоже неплохо, но мне больше нравится, когда целые шарики. Это прям сильно большие. Я для этих тоненьких корешков буду выбирать шарики поменьше. Большие оттуда уберу. Видите, есть прям вот такие вот поломанные, вот такие. Вот так они внутри, оказывается, выглядят. Такие вот пористые, смотрите. Вот такие вот пористые. Интересно. Интересно. И поэтому они вбирают в себя влагу без труда. И потом без труда эту влагу растению, это я тут шуршу, отдают. Многоразового использования грунт. Очень удобно. Ничто в нем не заводится. Просто шикарно. Просто... О, тоже большой шарик. Просто требуется внимательность. Для тех, кто любит постоянно добавлять какую-то подкормку для орхидей, вам будет с этим грунтом просто великолепно. Как раз это тот грунт неорганический, который орхидея с удовольствием принимает. И не только орхидея. И хвои тоже принимают этот неорганический компонент. И неплохо растут. Ну, я, конечно, вам скажу честно, у меня прям такого многолетнего опыта нет. Ну,
Единственное, что я заметила у девчонок, кто давно уже выращивает в этом компоненте, мне, может быть, показалось, напишите в комментариях, может быть, вы тоже это заметили, в этом грунте не спешат растить листву орхидеи. Вот я даже по опыту вот этой своей, вот она уже больше года, она, думаю, если бы была в органике, она бы уже вымахала, будь здоров. Но она, конечно, не была, она была таким огрызочком. Наращивают они охотнее корни, но не сильно спешат растить листву. Насчет цветения, цветут. Но мне кажется, пышных охапок вы от них не дождетесь. Все-таки нужно усиленно кормить. Так, ну что, все, шарики стали на свои места. Все нормально, все хорошо. Берем, они хотя влажные, но я пролью вот так этим снадобьем и немножко его там оставлю. Вот эти тяжики, которые там есть, они соприкасаются, и вот даже веломен соприкасаются с этой влагой. И будем наблюдать. Ну вот я сейчас ее прям под краном промывала, и она даже ожила. Не хватало ей. Не хватало ей водички. Все. Ну все. Думаю, все будет нормально. А теперь пока-пока.